Сегодня я пишу пейзаж по фотографии. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. Прошло много времени, прежде чем я писала подобные вещи на камеру. Может быть, полгода, может быть, больше. Сейчас вернулась, может быть, потому что с новыми силами, может быть, потому что много сирен и мы заперты дома. О мастер-классах я рассказывала, что я не делаю мастер-классы. Я подготавливаю такие видео для того, чтобы показать, какой есть процесс работы от начального эскиза до конца. Фотореференс с Пинтереста, поэтому вы можете забрать себе, открыть по ссылке внизу. Первое, что я делаю, это изучаю фотореференс, ищу в нем ритм, который можно использовать. У меня здесь есть небо, река, задний план, как горизонт, передний план, на котором можно выгодно расположить детали. Как и во всем, что бы я ни писала, я прежде всего ищу силуэты. Их я просчитываю сразу в наброске. Чтобы объяснение было полным, коснусь цвета, что здесь происходит. Нижний слой этой работы коричневый, это глубокий красный. Далее я беру зеленые, они расширяются между синим и таким теплым зеленым. По конструкции близко к контрастной триаде, но между зеленым и красным я тоже расширяю, добавляю желтые и оранжевые. Вы не смотрите, что это этюд формата А6, он хоть и маленький, но все как у взрослых. Приступаю к расположению фигуры в листе. Для этого беру карандаш по тону темнее своего фона. Им сразу намечаю самые темные пятна. Далее светлые пятна, небо и отражение в воде. Гуашь с водой после высыхания просядет, будет гораздо светлее. Подбираю теплые зеленые. Они очень легко составляются, если взять основной зеленый PG7, добавить туда желтый любой или же любую оранжевую, будет у вас теплый зеленый. В падающих и собственных тенях деревьев будет холоднее по цвету. Там у меня веридоновая зеленая, но потом еще добавлю умбру жженую. От начала и до конца я писала этот пейзаж примерно полчаса, 40 минут. Обычно я думаю с кистью в руках, это значит, что я не подготавливаюсь заранее, чтобы писать на камеру. Лист я покрасила смесью акриловой краски с гуашью, это решило 3 проблемы. Избавилась от глянцевого листа, он был слишком для меня гладкий. Мне нужно было добавить фактуру, чтобы кисть и карандаш цеплялись за поверхность. Задала сразу средний тон для этой композиции. Это значит, что по белой бумаге тяжелее всего писать, лично мне. И я стараюсь сразу уничтожить этот белый, а потом уже цветом работать по цвету. Или взять какой-то серый и сверху писать цветным. И третье, то, что я хотела вам сказать, я закрепила нижний слой, дабы он не сдвинулся в процессе. У меня акриловая краска, она больше не растворяется водой. И все, что сверху я положу, смогу размыть до этого нижнего слоя. Те части, которые я обозначила светлыми небо и реку, я прописываю снова. Последняя незаписанная часть реки снизу справа, она будет синей, дабы расширить этот цветовой диапазон от теплых зеленых через зеленые к синим холодным. И чтобы поддержать цвет неба, который уже холодный, голубого цвета и кусок светлый внизу. Основная идея пейзажа заложена. У меня есть эти монолиты, большие куски,
Далее я буду уточнять рисунок и добавлять детали. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Спасибо. Уточняю линии по рисунку. У меня есть отражение от дерева в воде. Оно должно быть похоже на отражение, а не просто там кусок какой-то темный. В моей палитре закончилась гуашевая умбраженная. Я дополнила в палитру акварель из тюбика. Вполне рабочий вариант. Пишу полутень на дереве прозрачно акварелью сверху гуаши. Эту акварель я не вмешиваю в нижний слой гуаши. Она остается на поверхности. Я еле касаюсь кистью. И немного отделю дерево, которое на переднем плане, от заднего плана с помощью тоже умбры жженой. Мелок, чтобы уточнить по рисунку. Использую линию, чтобы отделить дерево от неба. Не дает покоя отражение неба в воде. Хочу улучшить его по силуэту. По мере заполнения листа открываются новые и новые вещи, которые стоит исправить по силуэту. Поэтому я все время возвращаюсь к каким-то кускам. Детали на переднем плане пробую разными светлыми цветами, проверяю, что работает здесь, на этом зеленом. Дополняю цветные точки везде, где только может быть это нужно для оптического смешивания и разнообразия фактуры. Добавлю немного серого в небо. Оранжевый здесь не помешает, он как продолжение к этому теплому зеленому. Пройдусь тонким слоем оранжевым карандашом, чтобы приглушить эту яркость и чуть увести в теплое. Мои карандаши на столе в открытой коробке. Ищу зеленые. На другой стороне реки мне не нравятся резкие линии берега, смягчаю карандашами. Снова отражение в воде, смягчу зеленым. Немного украшений в деревьях и, пожалуй, пейзаж уже закончен. Буду очень рада вашим отзывам. Если есть вопросы, задавайте. Я с удовольствием на них отвечаю. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи через неделю на моем канале.